Для обозначения расстояния между объектами и их размеров мы оперируем величинами разного порядка. Возьмем за точку отсчета рост человека. Представим себе шкалу, которая позволит нам сопоставлять наш рост с макро- и микрокосмосом. Самая отдаленная точка, которой достигал человек, находится на расстоянии чуть менее 400 миллионов метров от Земли. Таково расстояние до Луны. Это число с 8 нулями. Наименьшие частицы, которые мы можем наблюдать через микроскоп, спирали ДНК внутри ядра клетки. Их величина измеряется числом с 8 знаками после запятой. Итак, расстояние до Луны и размер молекулы ДНК имеют одну и ту же степень, но с разными знаками. На протяжении этого невероятного путешествия наш рост будет указывать зеленая стрелка. Чтобы вернуться с места приземления Аполло-17 на Таурус-Литроу к оговоренной точке отсчета росту человека, нам придется преодолеть расстояние в 10 в 8 степени метров. Итак, мы приближаемся к Земле, диаметр которой составляет более 12 миллионов метров. К континенту примерно 5 миллионов метров в ширину. К штату шириной почти 1 миллион метров. К городу шириной 100 тысяч метров. К пригороду шириной в 10 тысяч метров. К городскому парку в 1000 метров шириной. Крыша дома шириной в 100 метров. К маленькой обсерватории менее 10 метров в диаметре. К женщине ростом более метра, наблюдающей за Луной. Сегодня, благодаря современным технологиям, мы можем совершать настолько же масштабные путешествия, что и полет на Луну, но внутрь человеческого тела, преодолевая вглубь все те же 10 в 8 степени. Уменьшаясь в размере на 2 порядка или в 100 раз, мы оказываемся в кровеносном сосуде меньше сантиметра в диаметре. Мы наблюдаем зрительные нервы, доставляющие изображение от глаза к мозгу диаметром всего от 1 до 4,5 мм. Уменьшаясь в 1000 раз, мы уже внутри мозга в безбрежном море нервных клеток, некоторые из которых не длиннее 100 микрометров. Сейчас мы на полпути к размеру молекулы ДНК. Отдельные клетки могут быть размером до 10 микрометров в ширину, что в 100 тысяч раз меньше человеческого тела. Внутри клетки мы видим ядро диаметром 1 микрометр. В ядре находятся хромосомы размером 100 нанометров. В свою очередь, они заполнены спиралями ДНК всего 10 нанометров в ширину. Теперь мы в 100 миллионов раз меньше человеческого тела и достигли генетического кода, в составе которого есть и программа, отвечающая за наш пытливый ум и желание путешествовать по иным мирам. Мы в микрокосмосе. В Центре нанотехнологий университета Райс есть микроскоп, умеющий проникать вглубь материи так же далеко, как телескоп проникает в глубины космоса. Просвечивающий электронный микроскоп может нас провести внутрь клетки к атомам, образующим сложные молекулы генома человека. Ученые научились создавать молекулы такого же размера. В университете Райс были впервые созданы наногильзы, мельчайшие, меньше клеточного ядра стеклянные сферы, покрытые золотом. Наногильзы в зависимости от своих размеров могут поглощать и отражать различные цвета спектра. Их можно прикреплять к опухолям или, скажем, вирусам. Поглощая внешнюю энергию от инфракрасного лазера, наногильзы будут перегревать и тем самым уничтожать опухоль или вирус.
Тем временем ученые Техасского центра сверхпроводимости Хьюстонского университета в США используют очень точные сверхпроводящие магнитометры для обнаружения слабых магнитных полей, образуемых едва заметными электрическими импульсами внутри сердца и мозга человека. В будущем эти технологии, возможно, сделают путешествия по микрокосмосу столь же реальными, какими уже стали исследования открытого космоса и других планет. Добро пожаловать в будущее. Меня зовут доктор Адамс, и я буду вашим гидом по телу человека. Все это оборудование способно превратить рядовой визит к врачу в целое путешествие по человеческому организму. Как раз недавно мы установили обзорные экраны, чтобы за путешествием можно было наблюдать со всех ракурсов. Добро пожаловать в лабораторию, доктор Адамс. У меня на приеме находится беременная пациентка с плановым визитом. Ее зовут Мелисса. Сейчас мы совершим осмотр в режиме высокого разрешения. Когда-то, чтобы показать будущей матери ребенка, в утробе мы использовали ультразвук. Сегодня она сама парит вокруг своего малыша и может разглядеть его со всех сторон. Как видите, Мелисса находится в прекрасной форме. Доктор Батлер, все в порядке? Взгляните на горящие точки около ее глаза, уха и сердца. Это могут быть очаги серьезной инфекции. Да-да, вижу. Может, нам эвакуировать всех из зоны просмотра? Нет, у нас нет времени. Я уже приготовил укол, содержащий наногильзы, чтобы локализовать и уничтожить вирус. Итак, дамы и господа, похоже, что у нас состоится непростое путешествие на встречу с младенцем. На обзорных экранах вы видите содержимое шприца с наногильзами, предназначенными для поиска вируса. Я отмечу местонахождение наших сканеров маленькой желтой подводной лодкой. Она сконструирована таким образом, что у вас создастся полное ощущение присутствия внутри тела. Доктор Батлер, имитационная программа запущена. Зрители готовы? Приступайте к уколу. Итак, ввожу шприц. 3, 2, 1. Наногильзы успешно проникли в кровеносную систему. Теперь нужно дождаться, пока они достигнут клеток вируса. Ну а пока мы сами начинаем охоту на вирус и направим сканеры в сонную артерию. У пациентки участилось сердцебиение. Приготовьтесь, плаванье будет беспокойным. Это, конечно, могло бы помешать, но сканеры работают в собственном режиме. Размеры наших самых больших сканеров, используемых в артериях шириной около 5 мм, измеряются микрометрами. Чтобы обнаружить искомый вирус, понадобятся сканеры, размеры которых не превышают нескольких нанометров. Чтобы найти крошечный вирус на просторах сонной артерии, мы увеличим разрешение, в котором работают наши сканеры. Чтобы проследить за ними, я обозначу наше местонахождение еще одной желтой подводной лодкой меньшего размера. Увеличенные голографические изображения, полученные нашим сканером, будут проецироваться над основными обзорными экранами. Как только все ваши сканеры включатся, проследуйте, пожалуйста, к глазу. Сейчас мы с вами входим в зрительный нерв, который ведет от глаза к зрительному центру мозга. Именно в мозгу нервные импульсы, полученные из зрительных клеток, трансформируются в очень точные движущиеся изображения. Я попросил пациентку открыть глаза, чтобы мы могли получить с них изображение. Вы должны видеть свет из лаборатории. Подтверждаю, мы сейчас видим луч света, который проходит по радужной оболочке глаза, а хрусталик фокусирует его в изображение на сетчатке. Доктор Батлер, мы видим, как вы смотрите на пациентку. Вы выглядите бодрыми и весьма увлеченными. Пока сканеры ищут здесь вирус, мы совершим экскурсию по глазу. Посмотрите, как свет достигает рецепторов сетчатки. Одни клетки глазной сетчатки называются палочками, они измеряют яркость изображения. Другие клетки, колбочки, воспринимают свет. Информация о полученном изображении переносится по волокнам зрительного нерва из глаза в мозг. Там изображение распознается, и человек реагирует на увиденное. И все это происходит за долю секунды. Какая фантастическая система. Доктор Батлер, здесь признаков инфекции не обнаружено. Отлично, глаз выглядит здоровым. Я только что начал сканировать магнитометром кору головного мозга, так что проследуйте, пожалуйста, в мозг. Мы находимся в коре головного мозга.
Это не только командный центр всего организма человека, но еще и центр всех творческих и интеллектуальных способностей. Суперкомпьютер, которому нет равных. Одновременно в головном мозге происходит от 10 миллиардов до 100 миллиардов микропроцессов. Результаты сканирования мозга в норме. Можем перейти к исследованию уха. Мы проникли во внутреннее ухо, в лабиринт из каналов, заполненных жидкостью. Одни отвечают за поддержание равновесия, другие — за преобразование колебаний в нервные сигналы, передаваемые в мозг. Мы готовимся пересечь перегородку между внутренним и средним ухом вслед за разведчиком-сканером. Впереди барабанная перепонка. Вы видите, как она вибрирует. Ее колебания приводят в движение 3 самые маленькие косточки человеческого тела – молоточек, наковальню и стремечко. А эти косточки, в свою очередь, передают вибрации во внутреннее ухо. Сканеры показывают, что и тут никакой инфекции нет. Пациентка жалуется, что на прошлой неделе у нее болело ухо. Возможно, вам стоит поискать следы прошедшей инфекции. Компьютеры сканируют с очень сильным увеличением. Погодите, взгляните на это, доктор Батлер. Ваше подозрение оправдалось. Мы обнаружили нуклеиновые кислоты, не совпадающие по составу с нуклеиновыми кислотами пациентки. Это остатки вируса. Он явно был тут, но иммунная система с ним справилась, что, очевидно, ослабило ее. Я исследую остатки вируса в лаборатории, чтобы обнаружить ДНК-маркер. Мой анализ указывает на то, что они образовались в клетках сердца. Думаю, вам нужно незамедлительно отправиться в сердце. Я думаю, что именно там вы найдете и вирус, и наногильзы должно быть уже там. Согласен. Сейчас мы собираемся покинуть ухо, пролетаем еще раз мимо барабанной перепонки и молоточка, наковальни и стремечка и отправляемся через внутреннее ухо дальше по телу. Вот мы, наконец, достигли полой верхней вены, которая несет кровь к сердцу от головы, рук и шеи. Здесь турбулентность невероятная, особенно когда мы влетаем в правое предсердие. Трехстворчатый клапан открывается и нас выталкивает в правый желудочек. Мы уже не можем вернуться обратно, но и вылетать в легкие нам пока рано. Прикрепитесь к стенке желудочка и крепче держитесь. Мы стараемся. Наши сканеры заметили группу клеток на стенке у самого верха желудочка. Приступаем к поиску клеток вируса и наногильз. Определенно, мы нашли инфекцию, и она активна. Это гораздо хуже, чем я предполагал. Инфекция находится в сердце будущей матери. Показатели жизнедеятельности начинают снижаться. Удостоверьтесь, что наногильзы расположены в нужном месте. Опасно направлять лазер в сердце, если там не подготовлена мишень из наногильз. Я увеличил чувствительность сканеров, теперь у нас установлено максимальное увеличение, чтобы обнаружить наногильзы. Компьютер запускает микроминиатюризацию. Теперь мы можем видеть отдельные красные дискообразные кровяные клетки. И наш сканер подтверждает наличие очень крупного и агрессивного вируса. Доктор Батлер, я также могу подтвердить, что наногильзы прикреплены к клеткам вируса. Можете спокойно запускать инфракрасный лазер для нагрева наногильз. Пожалуйста, поторопитесь. Вирус размножается и атакует наши маленькие сканеры. Лазер низкой мощности готов и направлен на наногильзы. Лазерный луч должен пройти сквозь ткани сердца, не нанеся никаких повреждений, и достичь наногильз. Пациент не должен ощутить никакого дискомфорта. Сенсоры показывают эффект воздействия ваших лазеров. Некоторые вирусы уничтожены, но этого недостаточно, чтобы вылечить пациентку.
Чтобы нагреть наногильзы, нам понадобится более мощный лазер. Я переключил лазеры. Высокомощный лазер выстрелит смертельной дозой энергии по наногильзам. Уберите ваши сканеры подальше от вирусов для безопасности. Есть убрать сканеры. Стреляйте! Это работает! Новый лазер просто запекает наногильзы. Ни один вирус не выдержит такого накала. Невообразимое зрелище! Хотел бы я, чтобы мы могли показывать такое нашим зрителям каждый день. Лазеры не затронули ни одной здоровой клетки. Пациентке ничуть не больно. Продолжаю следить за показателями ее жизнедеятельности. А я, пока мы здесь, отвезу свою туристическую группу внутрь клетки, ведь нам надо убедиться в том, что вирус не распространился. Эта клетка похожа на маленький заводик. В цитоплазме плавают сети сообщающихся трубочек, по которым перемещаются белки и жиры. Продолговатые митохондрии вырабатывают для клеток энергию, поглощая кислород и переваривая молекулы сахара. Круглые лизосомы, как мусорные бачки, перерабатывают старые молекулы белка в крошечные кусочки для вторпереработки. На первый взгляд никакого вируса нет, но мы все-таки обязаны осмотреть ядро клетки. Для этого понадобится более мощное увеличительное устройство. Спиралевидные молекулы ДНК содержат всю информацию о том, как клетка растет и делится. В цепочках ДНК спрятаны самые сложные химические структуры, которые когда-либо были обнаружены. Одна нить ДНК содержит более 4 миллионов бит информации, а количество комбинаций, в которых части этой информации могут сочетаться между собой, практически бесконечно. Вот почему все мы люди такие разные. Доктор Батлер, здесь все чисто. В таком случае пора отправиться в путешествие на встречу с младенцем. Для этого нам нужно переключиться на менее мощное увеличительное устройство, ведь ребенок уже гораздо крупнее клетки. Перекалибровка с включенными увеличительными устройствами может оказаться интересным приключением для зрителей. Держитесь! Мы погружаемся в матку. Удостоверьтесь, что и будущая мама наблюдает. Мы проходим под пуповиной. От вас информация передается к нам сюда, в лабораторию, и будущая мама впервые видит своего ребенка. Это прекрасный здоровый мальчик. Пока мать и сын знакомятся, мы продолжаем сканировать организм на предмет каких-либо признаков наличия вируса. Он все еще может быть здесь, а мы просто слишком велики сейчас, чтобы его заметить. Сканируйте. Мы очень рады, что мать может вдоволь налюбоваться на своего малыша и получше с ним познакомиться. Мы проверяем околоплодные воды. Готовьтесь принять информацию. Концентрация вируса в крови упала ниже инфекционного уровня. Датчики показывают, что в околоплодных водах вирус не обнаружен. Сейчас мы проверим реакцию ребенка на внешние раздражители, чтобы убедиться, что его рефлексы в норме. Маме наверняка понравится, как он двигается. А я проверю мозговую активность малыша. Данные, полученные с магнитометра, свидетельствуют о том, что малыш развивается в пределах нормы. Пациентке намного лучше благодаря тому, что мы победили инфекцию, и тому, что мама смогла полюбоваться на своего здорового ребенка. Так как мы все видели, какие события происходили только что в сердце будущей матери, мы испытываем настоящее облегчение и очень рады, что удалось провести несколько минут с младенцем. Спасибо за то, что составили нам компанию в будущем. Мы только что вступили в схватку с вирусной инфекцией и одержали победу. Мои поздравления всем и наилучшие пожелания нашей пациентке и ее семье.